Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Судьба уже вписала твою историю любви в твою книгу жизни. И это не случайно, что ты нашла это видео. Сегодня карты Таро готовы тебе передать послание из будущего. Письмо от того мужчины, который уже ищет тебя. Возможно, ты даже не подозреваешь, что совсем скоро все изменится. Где и когда произойдет встреча, что это за человек, какие мысли он уже посылает тебе через карты Таро. Сегодня гадание онлайн шаг за шагом раскроет эту тайну. Оставайся до самого конца, и этот расклад Таро сможет изменить твое будущее. Друзья, сегодня вас ждет общий расклад Таро на послание мужчины из будущего вам прямо сейчас. И я, Алехандро, свечу зажигаю. Послание от мужчины из будущего на картах Таро для вас читаю. Свече гореть, правде быть. Амин. Итак, друзья, перевернем наши волшебные часы и в ближайшие 30 минут, может быть даже больше, но посмотрим, какие вопросы пойдут у меня из потока, мы проведем с вами в этом волшебном раскладе. Давайте перевернем. Ну что ж, моя волшебная увеличительная стекло, давайте его назовем, это еще скажу сейчас, моя вот это вот на L, да, ну и будет какое-то не очень удобное слово, да. Хорошо, итак, давайте начнем. Я настроюсь на мужчину из будущего, на вашего мужчину из будущего. Сегодня у нас такой расклад больше для женщин, но мужчины, кстати, тоже могут погадать сегодня, чтобы, возможно, услышать что-то свое, чтобы притянуть в свою жизнь какую-нибудь женщину своей судьбы. Не какую-нибудь, а женщину своей судьбы. Хорошо. Итак, мужчина из будущего, проявись. Проявись. Но, знаете, сперва я хочу... Начнем мы, как говорится, издалека. Да? Я хочу спросить, вот из потока. А какой знак вам был сегодня или совсем недавно, что он привел вас на этот расклад? Вот что у вас было такое вот произошло в жизни или, может быть, событие какое-то, да, и так далее. Какой знак тебя привел к этому гаданию? Туз мечей. Вот смотрите, интересно, мы вчера делали расклад, вот вчерашний расклад, посмотрите, и сегодня туз мечей открывает расклад. Понимание и какая-то стратегия, то есть какой знак? Вам были именно цифры, явились цифры. Тут алгебраическая формула, да, вот она, если присмотреться, она вот здесь прописана, да. Так вот, какой знак? Вам сегодня или на днях приходилось решать очень сложную задачу, возможно, с несколькими неизвестными. Ну и как минимум, вы уже долго думаете о том, кто или какой мужчина может появиться в вашей жизни, или кто он, или пытаетесь разобраться с несколькими мужчинами. То есть вы об этом мужчине уже думаете, и цифры, и математические формулы. Может, вы еще, кстати, по знаку зодиака Водолей, Близнец или Весы. Вот, и вообще этот мужчина может даже не выходить из вашей головы, и вы его недавно видели. Вот такие вот знаки. Поэтому первое — это цифры. Второе — это сложные задачи. Вы об этом мужчине думаете, и, возможно, недавно с ним даже общались. И теперь вот он в вашем поле. Смотрите, как интересно. Туз мечей — это чисто мужское проявление.
Окей, сейчас я немножечко себе звука добавлю. Вот так вот. Хорошо. Тогда давайте спросим второй вопрос. А почему именно сейчас Вселенная решила вам открывать тайну об этом мужчине и вообще его тайны для вас? Почему именно сейчас Вселенная вам это открывает? А здесь 13-й аркан. Вот я вам так скажу, время пришло. То есть вы уже не можете жить по-другому, вы уже не можете больше ждать. И те роковые события, которые должны были произойти для того, чтобы эта информация вам открылась, они в вашей жизни уже произошли. Ну и, может быть, ушли из вашей жизни те люди или те энергии, которые мешали вам встретить этого мужчину или получить ту информацию, которая вам сейчас открывается. Понимаете, да, о чем я говорю? Хорошо. То есть роковые события уже произошли. Ну и ваша, возможно, трансформация личности уже произошла. То есть вы созрели, вы уже начинаете понимать даже, какой вам мужчина нужен или образ этого мужчины. Ведь вы не просто так уже получаете сообщения из будущего от этого мужчины, правда ведь? Окей. Хорошо, а давайте тогда спросим. Смотрите, 13-й аркан и туз мечей. Смотри, как вопрос идет, прям напрашивается. А что изменится в твоей жизни, когда этот человек появится? Что изменится в твоей жизни, когда этот человек появится? О, класс! Смотрите, вам открываются дороги, возможности, и кармический узел будет развязан. Возможно, вы уже и отсекли этот кармический узел 13-м арканом. Вот если вы делали вот какие-то практики, обряды, ритуалы, поменяли свою жизнь или стремитесь к этому, то рано или поздно, да, что изменится? Офигенно фиговая карта уйдет из вашей жизни, я вам так скажу. Поэтому смотрите, на самом деле расклад пока что очень крутой. Первые 3 карты прямо говорят о том, что то, что вы пришли на этот расклад. Во-первых, вы не просто так его нашли, как и вчерашнее видео, да, оно тоже начинается и называется «Ты не просто так нашел это видео, послушай ответ здесь». А здесь прямо месседж идет от мужчины. Понимаете, в чем дело? Окей, хорошо. То есть ты будешь независима, ты будешь свободна, ты не будешь страдать, у тебя не будет кармических проблем, на тебя не будет давить, ты не будешь, кстати, жертвой по этой карте. И ты перестанешь платить дорого за свое обучение. Окей? Окей. Хорошо. Классно, мне нравится. Сегодня светлый провидец прям радует, да? Напишите, нравится ли вам эта колода и вообще нравится ли вам гадать на мужчину из будущего. Хорошо, тогда спросим, как соединение, видите, соединение, связи, да? Вот давайте спросим, какие энергии сейчас соединяют вас на тонком уровне? Какие энергии или что соединяет вас на тонком уровне? Кстати, я вообще тут подглядываю за вами. Вы интересуетесь рунами. Ну, я сам по себе рунолог, да, и работаю вообще с рунами в энергетическом аспекте, да, вы знаете, видели. Ну, понимаете, о чем я говорю. Так вот, здесь вот у меня почему-то такое ощущение, что энергия рун, вот вы допрыгались, вы притянете к себе мужчину с помощью рун, вот увидите. Окей. Хорошо, какие энергии сейчас соединяют вас на тонком уровне? А вас реально соединяют. Но вас соединяют мысли. И я вам так скажу. Вы ищете себе зеркальное отображение. Не знаю, я скажу так. Эта карта не очень хорошая. Она связана со страхами. То есть с осознанным страхом. Вот это вот. Но это именно мысли. То есть, смотрите.
Вы же слышали, да, и знаете, что мысль материальна. Так вот, вы реально, даже закрыв глаза, думаете об этом человеке. И этот человек тоже думает о вас. Но вас объединяет, к сожалению, энергия страха. Может быть, вы пережили вот этот аркан 13, может быть, переживаете 12 и 12 аркан, и 13 аркан. Очень негативные арканы, но они считаются, да, с негативной энергией. И у вас еще, смотрите, 13 на 12 меняется. То есть у вас как бы идет деградация арканов, но в позитивном ключе, да, ведь у нас эти карты обе, они дают позитивные изменения. Поэтому смотрите, вас объединяют энергии мысли и энергии страха. И он думает о вас, и вы думаете о нем. И вы это должны чувствовать. Но когда вы друг о друге думаете, вы боитесь друг друга. Вот в чем проблема. Это как бы такой немножко контекст, знаете, или как будто бы вы боитесь выбросить из головы что-то. То есть тогда мне здесь не очень нравится. Есть некая навязчивая мысль, паранойя, да, такая, в кавычках. Ну, я не говорю, что там вот, что прям страдаете, да. Просто есть навязчивая мысль. Если у вас сейчас есть навязчивая мысль, что я никогда не найду этого мужчину, выбросьте ее. Или дорабатывайте себя на обрядах, ритуалах, очищайте свое пространство. Ведь здесь 13-й аркан, он в принципе о том, что отсечь нужно, да, тут прям коса у него, да, этого аркана. Окей. И видите, связи и связи, да, поэтому, ну, еще, может быть, вас объединяют какие-то общие знакомые или энергии общих знакомств, имейте в виду. Но вы этих знакомств и боитесь, или опасаетесь, понимаете? Хорошо. А какое тогда послание тебе идет уже из будущего? Что за послание тебе идет из будущего? Давайте посмотрим. Какое послание из будущего тебе уже идет? О, послание счастья твоего. То есть такое послание, от которого ты будешь счастлива. Послание счастья. То есть ты будешь звенеть всеми чашами своей души, и все самые потаенные сокровища, которые находятся в глубине твоей души, откроются, выйдут на поверхность, и ты не будешь прятать их больше, ты будешь скакать от счастья, петь от счастья, танцевать от счастья, плакать от счастья. И не будешь стесняться этого. Соответственно, идет послание о том, что ты скоро будешь счастливым человеком. И тебе этого счастья будет достаточно. Окей. Хорошо, прекрасно пока что. Самое время поставить на паузу, подписаться на канал и написать первое ощущение от вот этого блока энергии, которым мы сегодня с вами заряжаемся. Если вам в кайф, пишите мне в кайф, а если вам не сильно в кайф, напишите, что вы сейчас чувствуете. И самое оригинальное ощущение обязательно получит сердечко. Хорошо. Давайте посмотрим, а какой характер у вашего мужчины будущего, да? Какой у него характер? С энергиями разобрались, да? Энергии мне нравятся. Энергия освобождения. Немножко мне не нравятся ваши страхи. Напишите, чего вы так боитесь? Какой у него характер? Характер скверный, не женат, да? Ну, давайте так скажем. Человек немногословный, сразу скажу. Человек мудрый, неторопливый, очень работящий, любит уединяться. Это больше флегма-сангвиник. Еще раз, флегматик, сангвиник. Может ли он быть меланхоликом? Да, но по этой карте я не чувствую меланхолии. Да, отшельник может быть меланхоликом, но, учитывая этот аркан, скорее всего, он больше флегматик и сангвиник.
Я бы сказал, что больше. Это сангвиник. Вообще сангвиник считается один из лучших черт характера. Ну, как бы нельзя сказать, что холерик плохой или меланхолик плохой, да, но меланхолик это меланхолик, да. Но больше это сангвиник. И давайте так скажем, этот человек, я вам скажу, что всегда отшельники это, 100% после 33, но у меня почему-то такое ощущение, что он туда за 40 идет, этот мужчина, все равно. Но смотрите, если вы смотрите себе мужчину помоложе, то 33 и старше. Моложе 33, вряд ли. Точно не моложе 30 этот мужчина, точно. А вообще, скорее, старше 40 и даже старше 50. Туда, в ту сторону он идет. Окей. Хорошо, прекрасно. Смотрите, мужчина, кстати, такой по характеру, что он покладистый, он соглашается, он не будет с вами спорить. То есть для женщины отшельник, он чем хорош? Он, во-первых, склонен к семейной жизни. Мужчина, кстати, склонен проходить кармическое испытание, и он его не боится. То есть этот человек уже много прожил, и это наложило на его характер те качества, да, вот сформировало, которые вам двоим пригодятся в будущем. Прекрасное качество. Но свои там тараканы, допустим, уединиться где-то. Да. И смотрите, вот в его характере может быть такое, что ему нужно будет куда-то ехать, и вам придется его отпускать. Хотите вы этого, не хотите. То есть он вынужден, и ему нужно будет быть самому. Если вы, как партнерша, достаточно ревнивая, то, к сожалению, скорее всего, это говорит о том, что вот этот повешенный у вас еще не проработан. И вам, скорее всего, до тех пор, пока вы не проработаете, будет очень тяжело с таким человеком. Окей. Хорошо. С характером разобрались. Давайте спросим, если он такой отшельник, как он живет сейчас? Вот прямо сейчас. Вот и проверим его на вшивость, да? Как он живет сейчас? Как он живет сейчас? Как он поживает сейчас? Без вас пока что еще. Я так скажу. Этот человек не унывает. И смотрите, он не меланхолик 99%. То есть он, скорее всего, либо флегма, либо сангвиник. И он пытается изменить свою жизнь к лучшему. И, скорее всего, он и сейчас проходит какое-то испытание в своей жизни. Потому что, смотрите, отшельник, он не сильно там, допустим, в хорошем состоянии находится. Да? То есть отшельники это всегда такая аскеза, аскет, да, человек. Но чем хорош этот характер, сангвиник и флегма, если он аскет, то он легко проходит какие-то лишения. Но этот человек не обязательно и богат. То есть имейте это в виду. Но сейчас он решает и изменяет свою жизнь к лучшему. Возможно, даже тот факт, что он думает о вас прямо сейчас, уже идет ему на пользу. Но как минимум он, почему-то у меня такое ощущение, что он успокаивает свою жизнь и делает это к лучшему. И его жизнь выходит на лучшие линии судьбы, в том числе и в финансовом положении. А давайте спросим, а о чем он мечтает сейчас? У меня вопросы идут чисто из потока. Сейчас смотрите. И так легко-легко идут. О чем он сейчас мечтает? Вы знаете, он мечтает уйти и не возвращаться. Возможно, он хочет уйти от женщины. Ну и, возможно, он хочет уйти от каких-то переживаний, почему-то у меня идет. Все-таки отшельник, двойка мечей, двойка пентаклей, извините, и 8 кубков, тут колесо фортуны, солнце. Он хочет уйти из зоны негативного на него влияния. Слышите? То есть он хочет выйти из токсичного, давайте назовем это токсичного средовища, да, из токсичной среды. То есть этот человек
имея не так много в своем распоряжении, хочет изменить свою жизнь к лучшему путем ухода из негативного окружения. Ну или путем избегания токсичного окружения, да, вот так. То есть его мечта покинуть то место, в котором ему дискомфортно, и из которого он должен уже давно уйти, и засиделся он там. Ну, может, это другая семья. Или, кстати, этот человек еще может быть ограниченный в воле. По воле, да, ну, я имею в виду средства, не средства, а пенитенциарная система, ну, то есть где-то, может, сидит и в тюрьме, кстати, имейте в виду. Скажите, боже, а зачем мне уголовник? Ну, отшельник — это изоляция, понимаете, да? Хотя здесь мечей нету, ну, можно сказать, может быть, этот человек даже мечтает выйти из больницы, да, потому что по отшельникам мы можем быть и в больнице, да, и ограничены в свободном передвижении. То есть этот человек как минимум хочет изменить свою судьбу и жизнь к лучшему, имея некие проблемы. Но к этим проблемам, он возвращаться больше не хочет. Ну и нормально, пусть не возвращается к этим проблемам. А зачем? И он об этом мечтает. То есть он мечтает о трансформации, да, и невозвращении, чтобы не возвращаться. Ну, естественно, смотрите, под карту смерть падает двойка пентаклей, то есть он бы не хотел бы, он бы хотел изменить жизнь, но возвращаться он бы не хотел бы туда. Хотя вроде бы он там уже и привык по этой карте. Окей. А давайте спросим, а каким он видит или какой он видит свою будущую любовь? Свою будущую любовь. Ну, такой абстрактный, да, вопрос, но все равно. Внезапной, сногсшибательной, потрясающей, головокружительной, где-то эта карта идеализирующая, то есть это путь к идеалу, поэтому где-то идеальный. Ну, идеалов не существует, поэтому вы уж прям сразу настраиваете себя, не надо вам быть идеальной. Почему-то у меня такое идет здесь, что это Вавилонская башня все равно. И заметной, приметной. Окей, услышали? Есть у вас такие качества? Напишите мне, какие качества от этой башни или какими качествами от этой башни вы обладаете, что вам она подходит, эта башня, да? Чем вы его можете перед ним блеснуть, да, перед вашим партнером. Ну, у нас, может быть, еще появятся какие-то похожие вопросы, но посмотрим. Хорошо. Давайте тогда спросим. Смотрите, центральная карта. Похоже, да, за спиной что-то тут за спиной может быть. Какое прошлое у него скрыто за спиной? Уж раз он тут у нас непонятно, то ли в больнице, то ли в тюрьме, то ли просто мечтает жить хорошо, да? И вы мечтаете жить хорошо. А может быть, вы не хотите, чтобы он мечтал жить хорошо, а чтобы он уже жил хорошо? Давайте спросим, какое прошлое у него скрыто за спиной. Он был женат, скорее всего. Он был женат. Он был женат. Он был богат. Скорее всего, он будет разведен. Видите, уходит все-таки, да, он и разрыв. Поэтому был женат, был богат. Поэтому встречайте нищеброд. Да? Ну, может быть и так. Встречайте нищеброд, возможно и так. Но для чего-то ж он вам идет, этот человек. Как минимум, он идет к вам не с чемоданом. То есть, видите, деньги в прошлом. Наверное, скорее всего, деньги остаются все жене, а он просто уходит ни с чем. Да? Ну, тут так вот, он явно без чемодана идет. Или как в кинофильме «Фарго», он спрятал этот чемодан и закопал его. Да? Как-то так. Окей.
Тем не менее, он уже состоявшийся человек все-таки, и, скорее всего, он ушел из семьи и, скорее всего, все оставил, да, ведь он ушел-то ни с чем, по сути, получается, да, развелся, разошелся, видите, здесь союз, брачный союз, 11 правосудия, а здесь 16 башня, королева пентаклей, все оставил бывший. Хорошо, давайте тогда спросим. Не зная вас лично, о чем он думает прямо сейчас. Но, допустим, представим, что у него есть какие-то мысли о вас, и вот он сидит, вот мысли, да, и вот он сидит, и ваши мысли вызывают его на связь, а он через астральный вот этот поток подключен, да, к, ну, давайте так скажем, к коллективному информационному полю, да. И вот он думает о вас. Давайте, о чем он думает? О вас или просто о чем он думает, не зная вас? Он думает, во-первых, о силе, которая вас соединяет, и о энергиях, которые вас соединяют, и о той страсти, которая может быть между вами. Этот человек уже, понимаете как? Он изголодался по плоти, в хорошем смысле этого слова, вы поняли, о чем я говорю. Это аркан сила или страсть. Но эта карта имеет сексуальный характер, поэтому имейте в виду, о чем я говорю, вы сами поняли. Поэтому он думает о том, о чем вы тоже думаете. Надеюсь. Хорошо. Ну, а почему бы нет? Хорошо. А какие чувства тогда он испытывает, даже не встретив вас, представьте себе, если он думает о страстной любви, да, такой горячей, то тогда какие он чувства к вам испытывает? Тревожные, видите? Тревожные, но это нормально, он тревожится, потому что он-то вас еще точно толком не знает, ну а с другой стороны, он переживает, возможно, за себя, за свои мужские какие-то качества. И он испытывает чувство заинтересованности. Прежде всего, это шпион, разведчик, поэтому ему очень интересно, какая вы на самом деле. И этот человек, знаете, он же у нас флегматический сангвиник или сангвинистический флегматик, да. Мы же уже разобрались с ним. Да? То есть он... У него, знаете, учитывая то, что у него такая прямо мысли об этом, да, о том, о чем вы подумали, соответственно, у него энергия либидо настолько сильна, что в нем интерес есть. А если человек интересуется чем-то, значит, он живет. Поэтому это достаточно такой энергичный человек, который будет интересоваться вами. Поэтому он чувствует, что он хочет разгадать вас, прочесть как книгу и узнать о вас побольше. То есть он чувствует к вам интерес. Чувствует к вам интерес. И вот эти цифры, которые вы видите, например, там совпадение цифр на мониторе часов, там, на часах на улице, или на билетах каких-то там, или на номерах каких-то там 11, 11, 12, 12, 13, 13, или там еще какие-то комбинации, или какие-то красивые комбинации цифр, или у вас номер квартиры, дома красивый какой-то, или телефона и так далее. Слышите, да, вот эти вот знаки, о которых мы говорили, это вот те самые цифры, те самые знаки, да, которые крутятся в его голове, как алгоритм вашего познания, как алгоритм вашего открытия. Окей. Интересно. Интересно. Непогано дівки пляшуть, да? Хорошо. А какие, давайте спросим тогда, ну вот есть страхи, да, и есть вот повешенный, да, и есть паш мечей. Какие у него страхи, или какие его страхи связаны именно с любовью? Какие его страхи связаны именно с любовью? Ну, тут, смотрите, как же этот аркан? Императрица, да? А императрица у нас, она может внезапно, у нее может быть аспект фертильности, поэтому, скорее всего, у него есть страх детей.
И может быть какие-то детские страхи и детские тараканы. Ну вот такие вот. Может быть, кстати, этот человек, этот мужчина недолюбленный. Имейте в виду. И подсознательно он будет искать женщину, которая будет его любить, а бояться, что он такую не встретит. То есть он боится не быть любимым. Потому что это архетип матери. Окей. Ну и смотрите, учитывая то, что это архетип матери, он боится, что не найдет ту, которая будет ему вкусно готовить. Кормить же его тоже надо. Но хотя бы готовить, я имею в виду. Да? Хорошо. Тогда давайте так. Следующий вопрос. Я выбачаюсь. Следующий вопрос. Учитывая то, что тут есть императрица, и то, что тут есть башня, башня это идеал, а императрица это мать. А мать для многих людей является идеальной женщиной. Для многих. Я не говорю, что для всех. Так вот, давайте тогда спросим. Как раз вот карта нам подсказывает. Как он представляет свою идеальную женщину или какой? Ну, во-первых, смотрите, он представляет свою женщину, которая не сомневается в нем, как в мужчине. Раз. Которая не лезет в бюджет. Это 2. Это денежные карты. Которая не мешает работать. Это 3. Ну, занимается своим делом. И которая не сомневается в нем, как в мужчине, не ревнует и доверяет ему. Услышали? Если не запомнили, поставили на перемотку, назад и еще раз послушали. Я, чтобы не затягивать вас, идем в следующий вопрос. И давайте теперь спросим. Мы же посмотрели, какие знаки были вам. И тут мы видим сплошные пентаграммы. Да? Это же тоже знаки. Давайте спросим, а какие знаки указывают ему на то, что он скоро уже тебя встретит? Угу. Звезды. Звезды. Он, может быть, недавно был на каком-то празднике, торжестве, юбилее, свадьбе, дне рождения. Но вообще ему указывает знак «малая медведица». Ну, может быть, это и большая медведица. Вы уж напишите мне. А может быть, это знак там лебедь. Да? То есть, это звезды, гороскопы, прогнозы. Мужчина такой... Ну, учитывая то, что здесь сомнения, тут женщина, то есть... Ну, до конца в себе на все 100 не уверен и подглядывает, интересуется всякими там эзотерическими аспектами, таро-прогнозами, гороскопами, ну и вот все, что может как-то давать какие-то подсказки. То есть, ну а почему нет? Да? Ведь у него же отшельник, а отшельник это уже мудрый знак, а мудрые люди, они интересуются знаками зодиака, знаками судьбы, прогнозами, гороскопами и астрология, нумерология, все это есть. Поэтому какой-то праздник, день рождения, событие, его юбилей. Вот ему может быть недавно 33, 43, 53, 63, 73, 83 или 93. Понимаете, о чем я? О, интересный такой расклад, какой-то вот такой поток от него идет. У меня почему-то такой звездный ветер в голове. А вы напишите, какое ощущение у вас. Хорошо. Давайте спросим, где и при каких обстоятельствах произойдет ваша встреча. Где и при каких обстоятельствах произойдет ваша встреча. Здесь выпадает император. Император это юг. То есть, скорее всего, это будет на юге или на востоке. Может быть, на юго-востоке. Что-то будет связано с властными структурами, государственными структурами. И, может быть, вы будете решать какую-то сложную задачу, связанную с властями или с государством. Это государственное учреждение, может быть, и банковское учреждение, или визит к какому-то мужчине,
который является просто гуру в своем деле. Просто гуру в своем деле. Давайте спросим. Узнаете ли вы друг друга с первого взгляда? Нет, не узнаете с взгляда, но почувствуете сердцем, и этот человек вам потом приснится, скорее всего. Взгляда здесь нет, жрица — это закрытые глаза, мы не видим его. То есть глазами вы не встретитесь, но сердце может ёкнуть. Поняли, да? То есть не зрительный контакт произойдет, а какой? Эмоциональный, духовный. Может быть, даже здесь, кстати, эта карта очень противоречивая. И у вас может быть такая даже ситуация, что вы друг другу не понравитесь, но зацепите друг друга чем-то. Знаете, как говорится, первое ощущение, оно всегда истинное. Ну вот у вас оно будет не таким. Ну не обязательно. Не обязательно, да. Не понравился человек, значит, что он какой-то там плохой, да. Вот он вас зацепит все равно. И есть еще такая же пословица, что первое впечатление часто обманчивое. Оно наоборот уже, да. Ну хорошо. Давайте следующий вопрос. А что он подумает? Как раз и проверяем. Какая будет его первая мысль при встрече с тобой? Да? При встрече с вами, что он подумает? Первая его мысль. Его первая мысль: я тебя где-то видел. Да. Первая мысль: я тебя где-то видел когда-то. Или похоже на моего там сына, ребенка, такое тоже что-то быть. Или на моего друга. Но где-то я тебя уже видел. Или я где-то это уже не видел даже. Слышите? Перевернутая карта. Семерка чаш. Шестерка чаш. Чувства. Вы же чувствами почувствуете. Я это где-то уже чувствовал. На уровне души. Как будто бы какая-то любовь просыпается в нем. Ёкнет в сердце. То, что я говорил. Это же забота. Шестерка кубков. Посмотрите, классическое толкование. Это именно забота прошлого. То есть что-то хорошее из прошлого в нем проснется. В душе именно, в сердце. То есть сработает какая чакра? Четвертая. Окей, классно. Мне нравится расклад пока что. Ну, такой оптимистичный, да. Окей. Хорошо. Давайте просто какие события тогда в вашем поле, совместном, приведут вас друг к другу. Какие события приведут вас друг к другу? Вы знаете, здесь 16 и здесь вертикаль 16. Но это какие-то громогласные события, разрушительные события, но они ведут вас к счастью. То есть и вы переживете какую-то сложную ситуацию, и он будет уходить от чего-то плохого к счастью. Поэтому у него все будет фигово по судьбе, у вас будет не очень так прям уж хорошо, да? Ну и у него не очень хорошо. Но разрушающие события, которые разрушают вашу прошлую жизнь и его прошлую жизнь. То есть, знаете, он убегает от лангольеров, и вы убегаете от лангольеров. И вот в этом побеге кажется, как будто бы лангольеры прячутся в этом аркане. Как бы от неизбежного, да, чтобы перенастроить свою судьбу. И вы будете к этому стремиться, и он. Поэтому дорога его к счастью и ваша дорога счастья должна будет соединиться. Окей. И, кстати, и ему, и вам нужно будет простить какую-то женщину для этого. И, возможно, это будет нелегко, но это будет одним из ключевых моментов в том, чтобы ваши дороги пересеклись. Поэтому
события, где он бежит от неизбежного, и вы, и пересекаетесь в линии счастья. Ваши линии судьбы пересекутся в линии счастья. Вот запомните эту фразу. Напишите в комментарии, поставьте на паузу, напишите. Наши линии судьбы перенесутся на перекрестке счастья. Вот так. Хорошо, хорошо. Ну и здесь, возможно, он будет уходить из какой-то семьи. Все-таки у меня почему-то такое. Или в процессе развода будет вот такое вот какая-то вот такая волокита. Ну что повешенный здесь. Как именно Вселенная готовит эту встречу? Как именно Вселенная готовит эту встречу? Смотрите, Вселенная здесь через звезды идет, а счастье это абстрактное понятие. Вот вам и Вселенная что-то готовит. Да, реально. Знаете, здесь Иерофант. Вам нужно походить, сходить, знаете куда? В храм. Почему-то мне идет. В храм, к которому ведут ступени. Вот. И где-то будет, может быть, какое-то песнопение или какая-то молитва. Я не знаю, любая, да, там. Такая, которая... Вы ее услышите, и как будто бы у вас прояснится свет перед глазами. То есть некий священник или человек в духовном сане, который будет петь, или какая-то, может быть, место силы, храм, в котором благодаря песнопению священника или какой-то службы, или просто музыке, или потоку энергии, вы увидите свет перед глазами. И вот получается, как Вселенная готовит эту встречу. Когда ваш храм души будет просветлен. То есть вы наполнитесь таким свечением жизни, и эта энергия, когда вы выйдете на улицу из этого места силы, эти энергетики будут похожи и у него, и у вас. Он же отшельник, он же тоже, смотрите, насыщается этими энергиями. И вы насыщаетесь, смотрите. Точнее, вы получите импульс, заряд, а он работает со своими энергиями. Кстати, если этот мужчина еще какой-то энерготерапевт будет, и это вообще интересно будет. Хорошо. Такое вот, что-то с энергетиками связано. Или просто очень сильный такой мужчина, энергетический. Ух, интересный сегодня какой, да, такой расклад, он какой-то такой затягивающий, да? А давайте теперь спросим, а какими будут первые шаги, представим себе, да, что вы познакомились, какими будут первые шаги в вашем общении? С чего начнется ваше общение? Будет сопротивление, вы будете сопротивляться. Например, он приглашает вас куда-то, вы, ой, не-не-не-не, я не готова. То есть вы так отталкивать будете. Жрица ж, видите, отталкивает. Или наоборот, вы предлагаете ему куда-то пойти. Он, не, я занят, я сейчас не смогу такое. Первые шаги у вас будут тяжелые, да, то есть первый, комом. Но он начнет сниться, да, вы начнете сниться друг друга, да, то, что я говорил, сон. Хорошо. И вот это отталкивание произойдет. Скорее всего, у меня такое ощущение, что женщина будет не готова, вы не будете готовы. Хорошо, а если вы будете не готовы, как он будет добиваться вас? Как он будет добиваться вас? Давайте. Он включит свою магию мужскую, это туз жезлов. А учитывая то, что у него 8 жезлов, но он же страстный, а туз жезлов это вот тот волшебный жезл страсти. Поэтому он включит все свое мужское намерение покорить вас, разжечь вас и повлиять на вашу чакру и интеллектуальную, вот эту, да, она же у нас аджна, и на свадхистану. Соответственно, он будет каким-то образом разжигать в вас страсть. Как это уже будет происходить?
мы не будем здесь рассматривать, потому что YouTube не захочет таких пикантных подробностей. Хорошо. Вот мы повстречались, представьте себе, и как поменялась ваша жизнь после встречи? Как ваша жизнь поменялась после встречи? Или как изменится твоя жизнь после встречи? Ну, карта не очень хорошая. И я вам так скажу. Вы, может быть, даже очень сильно расстроитесь, загрустите или упустите шанс, ну, вы рискуете упустить этот шанс и не воспользоваться этой встречей. То есть, как минимум, к лучшему резко не изменится. И может быть какое-то такое даже вы встретились, и у вас жизнь не начала прямо резко улучшаться. Имейте это в виду. Пятерка пентаклей. Но я вам так скажу, может быть такое просто, что вы там заболели и подцепили какую-то простуду. Вот это может быть здесь, к примеру, да, то есть это карта болезни, и может быть что-то потеряли, какие-то, может быть, деньги, может быть, работу потеряете. То есть эта карта, то есть вы с ним познакомитесь, и у вас пойдут какие-то вот проблемы такие, но будем надеяться, что они будут не сильно серьезными. Карта плохая, поэтому не все хорошие карты в колоде Таро, да, как говорится. Окей. То есть легко сразу не будет, сразу после знакомства. А какие испытания тогда вам придется пройти вместе? Давайте спросим, какие испытания? Вот карта, что испытаний. Какие испытания? Ой, что-то какое-то... Тени прошлого. Здесь двойка жезлов. Что-то не отпускает женщину. То есть тени из прошлого женские, ну, если он не сможет уйти от своих теней прошлого, то какая-то женщина может из прошлого его будет доставать. Все-таки здесь двойка жезлов, а это деградация, экспансия или трудное развитие, поэтому развивать эти отношения прям легко не будет, и женщина из прошлого может здесь влиять на мужчину и на женщину своими там планами, намерениями, учитывая то, что тут жезлы, это магия может быть и так далее. Ну, тут жрица есть, вот. Ладно, в общем, короче, испытания прошлой женщины. И смотрите, ваши гештальты, если они какие-то не закрыты, вот здесь вот, в этих картах, то они могут повториться, к сожалению, и то, что вас не отпускает, оно может вас преследовать. Но будем надеяться, что 13-й аркан это каким-то образом аннигилирует. Какое будущее вас обоих ждет? Какое будущее ждет вас обоих? Ну, если вы вместе, да? Диабло. Ну, Диабло не очень такая карта. У вас реально будут какие-то неожиданные испытания. И я вам, знаете, чем хочу обрадовать? Скучно вам с этим человеком точно не будет. Как минимум там сексуальная страсть очень сильная. И как минимум приключения вас ждут. Давайте не будем углубляться в дьявола. Но будущее у вас как минимум такое. Найти тот самый волшебный ключик, чтобы выйти из ада, из которого вы уходите и он уходит. И, скорее всего, спасти друг друга. Поэтому у меня почему-то этот расклад, он очень оптимистичный. У меня такое ощущение, что вы его спасете от чего-то, и он вас спасет от чего-то. Например, ну, он вас спасет от бедности или от болезни, а вы его спасете от недолюбви и еще чего-то, да? Окей? Или от какой-то зависимости. Например. Ну, дьявол — это зависимость. Или спасете от преследования той женщины, к примеру, да, которая за ним гоняется. Поэтому нелегкая. Дьявол. Зачем-то он выпал. А вы как считаете? Что это за дьявол? Напишите в комментариях, что за дьявол выпал в этом раскладе. На вопрос, какое будущее вас ждет обоих. Как вы считаете? Но опять-таки, смотрите, дьявол — это цель. Это переезд на дальние расстояния, это это высшее образование. Поэтому вас будущее ждет о том, такое, что тот участок жизни, который вы уже прожили, и тот, который проживете, если вы думаете, что вы уже много знаете, то окажется так, что вы еще очень многого в жизни и не знаете. Поэтому
Вам это даст еще колоссальный, давайте так скажем, титанический опыт преодолевания различных трудностей и неожиданностей в жизни. Ну, хоть скучно не будет. А то что-то вы уже заскучали. Хорошо. Что он хочет тебе сказать прямо сейчас? Смотри. Не переживай. Прорвемся. Да? Но смотрите, здесь же тройка жезлов. Он хочет тебе сказать, как бы ни было тяжело, уверенно смотри вперед. Вот я, например, на этой доске проплыл из Алькатраса на берег, да, на материк. То есть, ну, он хочет тебе сказать уже сейчас, да, что впереди вся жизнь. И если у тебя даже чего-то не хватает, или чего-то нету, или ты чего-то не знаешь, то греби, выгребай, прорывайся. Перед тобой открыты все пути дороги. Вот такое. Или иди за мной, пошли со мной. Я покажу тебе место, где очень много офигенных циркулей. Да? Как-то так. Окей. А какие слова ты услышишь от него самыми первыми? Вот это да. Не могу поверить. Ничего не могу понять. Очень интересно, но ничего не понятно. Где же здесь выход? Скажите, как мне пройти или помогите мне выбрать? Где-то я вас уже видел. Возможно, во снах. Интересно, интересно. Интересно действительно. А какую эмоцию вы почувствуете рядом с ним? Какую эмоцию вы почувствуете рядом с ним? А вот смотрите. Спокойно. Спокойно, без паники. Не с места, да. Вы будете с ним спокойно себя чувствовать. То есть, во-первых, может быть без эмоций, а может быть просто почувствуете, что сперва какое-то такое возбуждение, а потом успокоение. Да, здесь противоречиво падают карты, но может быть вам еще захочется спать, вздремнуть, отдохнуть, прилечь. И как минимум у меня такое ощущение, что вы будете чувствовать все равно рядом с ним себя спокойно и защищенно. И такое ощущение, что мне хочется сказать, что здесь руна Отал, то есть ингвар здесь, ингус на руке у нее. Ну вот она. Она похожа на Отал, я сказал Отал, но вообще это ингвар. Вы будете чувствовать себя защищенной. То есть эмоция спокойствия. Спокойные эмоции, ровные. То есть вы не будете чувствовать опасности вот так. А какой знак станет окончательным подтверждением, что это ваш человек? Опять смотрите, четверка жезлов. Во-первых, в ваш город приедет какое-то шоу, цирк, возможно. И вам будет просто уютно, возможно, вдвоем. А возможно, просто вы проведете время или на каком-то веселье, или на каком-то корпоративе, или в какой-то семье, или один на один в своей квартире, или среди его или своих родственников. Вот такие вот здесь карты. Ну, такие месседжи. Ну, может быть, это будет какая-то дискотека. Ну, хотя это праздник для небольшого количества людей или для очень близких. Поэтому это может быть или семейное какое-то торжество, или просто какое-то вот вы вдвоем где-то пойдете, и вам будет такое, знаете, так уютно по-домашнему. Угу. И совсем не будет хотеться уезжать из этого шоу. Окей. Почему это послание, которое ты сейчас слышишь, заставит тебя поверить в любовь?
Потому что тебе нельзя обижаться на весь окружающий тебя мир. И потому что сколько уже можно пропускать тот шанс, как я говорил, можете опять упустить. Сколько можно уже упускать тот шанс, где тебе все время Вселенная дает, а ты, имея какую-то обиду, претензию или чувство вины, отталкиваешь этот шанс и не принимаешь его. Почему это письмо от него заставляет тебя поверить в любовь или заставит? Потому что завтра или в ближайшие дни ты опять получишь этот знак и вспомнишь этот расклад Таро. Вот такой вот сегодня интересный расклад, и ты не случайно оказалась здесь. Твое сердце уже чувствует зов судьбы. Твой будущий избранник существует. Он дает тебе эту чашу, он ищет тебя. И встреча твоя с ним неизбежна. Будь внимательна к знакам, и Вселенная или высшие силы обязательно сведут вас вместе. Обязательно напиши в комментариях, что ты уже почувствовала, и почувствовала ли этот путь, эти двери, и начался ли этот путь для тебя з этого розкладу прямо здесь і зараз. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе і цінуйте кожну мить і кожен шанс і кожен дотик Всесвіту, який він робить для вас, надаючи вам унікальну можливість відчути кохання. Не відштовхуйте свої почуття, не ображайтесь на Всесвіт і пам'ятайте, що Всесвіт ніколи не ображався на вас. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і обов'язково побачимось.